Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А также подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм, ссылочку я оставлю внизу в описании под этим видео. Ну а в этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль. Эта шаль называется Memory. Вязала я ее по схеме. Схема в открытом доступе в интернете. Раппорт данного узора составляет 20 рядов. Плюс я внесла некоторые изменения. Будут еще дополнительно 2 промежуточных ряда, то есть получается, что раппорт данного узора составляет 22 ряда. При вязании этой шали я повторила полных 2 раппорта, то есть с 1 по 22 ряд первый раз, потом еще раз с 1 по 22 ряд, это второй раппорт. И, к сожалению, на полный третий раппорт у меня не хватило ниток, поэтому третий раппорт у меня получилось связать с 1 по 12 ряд. И дальше я провязала вот такую вот обвязку. После того, как шаль была постирана и высушена, ее размеры получаются: размах крыльев 160 сантиметров и высота центральной линии 80 сантиметров. И вязала я ее из ниток Yarn Art Flowers Moonlight. Номер цвета данной пряжи 3257. Состав пряжи 53% хлопка, 43% полиакрила и 4% металлик полиэстер. Вот эта вот тоненькая ниточка люрекса добавлена в эту пряжу. И она очень красиво блестит, сверкает, особенно на солнце, очень красиво переливается. И метраж этой пряжи 260 грамм, 1000 метров. Шаль я вязала крючком номер 3,5. Если вам понравилась такая модель шали и вы захотите связать ее вместе со мной, то добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Итак, начинаем вязать первый ряд. Для начала мы должны сделать первую петельку на крючок и набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Далее вставляем крючок в первую петлю цепочки и провязываем соединительный столбик. Теперь в центр круга мы должны провязать 4 столбика с одним накидом. Но для начала мы сделаем 3 воздушные петли подъема. Эти 3 воздушные петли мы будем считать как один столбик с одним накидом. И далее в центр круга мы провяжем еще 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. И третий. Далее вяжем 2 воздушные петли и сюда же в этот же центр круга вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Мы провязали первый ряд. Далее вяжем второй ряд, делаем 3 воздушные петли подъема и вязание разворачиваем. Дальше в самую первую петельку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше мы будем вязать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот у нас столбик в предыдущем ряду. Мы захватываем его таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком.
и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. И так мы провязываем над каждым столбиком предыдущего ряда. В этом ряду у нас будет всего 3 столбика таких. Дальше в арку мы будем вязать 2 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы повторяем. Вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. И в предыдущем ряду, где у нас были 3 воздушные петли подъема, в третью петельку подъема мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Далее вяжем третий ряд. Опять провязываем 3 воздушные петли подъема. Вязание разворачиваем. И сразу же в первую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше в этом ряду мы будем вязать столбики с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Над каждым столбиком предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. В арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны мы повторяем все то же самое. Над каждым столбиком предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. И в конце, в третью воздушную петлю подъема, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Количество столбиков с одним накидом с правой и с левой стороны должно быть одинаково. И в каждом ряду у нас будет прибавляться по 4 петли. Если в первом ряду мы вязали 4 столбика с одним накидом, во втором ряду у нас будет 8 столбиков с одним накидом, в третьем ряду будет 12 столбиков с одним накидом. Вы можете себя проверить. 3 воздушные петли подъема мы тоже считаем как за один столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Если в третьем ряду у вас получилось также 12 столбиков, значит вы вяжете все верно. Далее вяжем 4 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема и вязание разворачиваем. В 4 ряду мы вяжем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Для начала в самую первую петлю предыдущего ряда мы провяжем 2 столбика с одним накидом в одну петельку. И дальше мы вяжем, вот начиная вот с этого второго столбика, мы вяжем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Заводим крючок вот таким образом за столбик и провязываем столбик с одним накидом. И вяжем так до уголочка. Каждый рельефный столбик мы провязываем над столбиком предыдущего ряда. В арочку у нас рисунок не меняется, мы все время вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли
И сюда же в арочку 2 столбика с одним накидом. С левой стороны мы все повторяем. Вяжем над каждым столбиком предыдущего ряда рельефный лицевой столбик с одним накидом. В конце ряда в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 3 столбика с одним накидом. В четвертом ряду у нас получается 16 рельефных лицевых столбика с каждой стороны. Далее мы вяжем 5-й ряд, делаем 3 воздушные петли подъема. В 5-м ряду дополнительно провязываем еще 4-ю петлю, то есть здесь у нас будет 4 петли. И в самую первую петлю мы провязываем 1 столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. Одну петлю в предыдущем ряду мы пропускаем, и во вторую петлю мы вяжем столбик с одним накидом. В этом ряду мы будем формировать вот такие вот арочки. Дальше опять 1 воздушная петля, одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. И продолжаем так вязать до уголочка. Довязали до уголочка. Прошу обратить внимание, что вот этот столбик в предыдущем ряду, он у нас остается нетронутым. Здесь перед аркой мы делаем 1 воздушную петлю и уже теперь в арку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны мы повторяем все то же самое. То есть сначала мы должны сделать 1 воздушную петлю. Дальше первый столбик мы пропускаем, не провязываем, так как с правой стороны у нас был столбик недовязанный, а с левой стороны мы его пропускаем, мы его не вяжем. Значит, во второй столбик мы вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, пропускаем и в следующий вяжем столбик с одним накидом. И продолжаем так до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться так, что мы 1 столбик пропускаем и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же мы вяжем столбик с одним накидом. В этом ряду у нас должно получиться вот таких вот 9 арок. С правой и с левой стороны, соответственно, одинаковое количество арок. Далее мы вяжем 6-й ряд. Также мы провязываем 3 воздушные петли подъема. И 6-й ряд у нас вяжется точно так же, как мы вязали предыдущий 5-й ряд. То есть в самом начале 3 воздушные петли подъема и дополнительно провязываем 1 воздушную петлю по рисунку. Дальше в самую первую петельку мы провязываем столбик с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю и столбик с одним накидом вяжем над столбиком предыдущего ряда. Опять повторяем 1 воздушная петля и столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. То есть полностью 6-й ряд повторяем так же, как вязали 5-й ряд. Столбики над столбиком предыдущего ряда, между ними по 1 воздушной петле.
Здесь перед аркой мы последний столбик вяжем в предпоследний столбик предыдущего ряда. Делаем одну воздушную петлю и в арку вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны опять все то же самое повторяем. 1 воздушная петля, первый столбик пропускаем, во второй вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и продолжаем вязать столбики над столбиками предыдущего ряда и между ними по одной воздушной петле. В конце ряда помним, что у нас здесь была 1 воздушная петля, мы эту петельку пропускаем. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. В 6-м ряду у нас получается 11 арок с каждой стороны. Далее мы вяжем 7-й ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема, вязание разворачиваем. В самую первую петлю предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И в этом ряду мы будем вязать столбики над столбиками предыдущего ряда. Итак, в предыдущем ряду здесь у нас была 1 воздушная петля. Значит, мы крючок вставляем прямо в арку и провязываем столбик с одним накидом. Дальше следующий столбик с одним накидом мы провязываем над столбиком предыдущего ряда. И чередуем сначала в арку, провязываем столбик с одним накидом, потом в сам столбик предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. И таким образом мы провязываем до уголочка. Провязали до угла каждый столбик над столбиком предыдущего ряда. И в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы все повторяем. Столбик с одним накидом вяжем над столбиками предыдущего ряда. Также чередуем в арку, в столбик, в арку, в столбик. И довязываем таким образом до конца ряда. В конце ряда мы вяжем сначала в последний столбик, столбик с одним накидом. Дальше вот здесь не забываем, у нас была 1 воздушная петля, значит вот сюда вот мы вяжем столбик с одним накидом. И уже затем в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. В 7-м ряду у нас получается по 28 столбиков с одним накидом с каждой стороны. Далее мы вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду мы будем формировать арочки, поэтому мы вяжем 4 воздушные петли, 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля по рисунку. Дальше в первую петлю мы провязываем столбик с одним накидом, делаем 1 воздушную петлю. Петлю в предыдущем ряду пропускаем и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Опять 1 воздушная, петлю пропускаем и в следующий вяжем столбик с одним накидом. То есть мы вяжем точно так же, как мы вязали 5 и 6 ряд. 8 ряд мы формируем вот такие вот арочки. И провязываем таким образом до уголочка. Перед уголочком мы не забываем, у нас 1 воздушная петля. И теперь уже сразу в арку мы вяжем
2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. С левой стороны мы все повторяем. Не забываем, сначала мы делаем одну воздушную петлю, и первый столбик мы провязываем во второй столбик предыдущего ряда. И опять 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. И таким образом формируем арочки. Провязываем так до конца ряда. Не забываем, что в 3-ю воздушную петлю подъема мы вяжем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же в эту же петельку 1 столбик с одним накидом. И в этом 8-м ряду у нас получается 15 вот таких вот окошечек с одной и с другой стороны. Далее мы вяжем 9-й ряд. Для начала провязываем 3 воздушные петли подъема и разворачиваемся. Еще 1 дополнительно воздушная петля по рисунку. Дальше в самую первую петлю провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И в этом ряду мы будем вязать либо пышный столбик, либо попкорн, либо шишечку. Это все на ваше усмотрение. Пышный столбик в этой пряже мне не очень нравится, поэтому я его не вяжу. И я остановилась на таком элементе, как шишечка. Итак, делаем накид. И в столбик предыдущего ряда вставляем крючок. Шишечку я буду вязать из 5 недовязанных столбиков с одним накидом. То есть мы начинаем провязывать столбик, но провязываем его не до конца. Вот через 2. Это первый столбик недовязанный. Дальше делаем накид. Вставляем крючок сюда же, в эту же петельку. Опять провязываем через 2. Делаем накид. Опять провязываем уже 3-й столбик недовязанный, только через 2. Вот 3. Опять накид. Вытягиваем ниточку, провязываем через 2. 4 недовязанных столбика. И еще последний раз. Сначала провязываем через 2. Теперь у нас на крючке получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Захватываем рабочую ниточку и протягиваем сразу через все эти 6 петель. И закрепляем. Вот такая шишечка получается. Вы смотрите сами на ваше усмотрение, какой элемент вы будете вязать в этом ряду. Я вам предложила 3 варианта. Либо это будет пышный столбик, либо попкорн, либо вот такая вот шишечка. Дальше у нас идет 1 воздушная петля. И в следующий столбик предыдущего ряда мы провязываем обычный столбик с одним накидом. И теперь мы чередуем. Шишечка, столбик с одним накидом, шишечка, столбик с одним накидом. Между ними по 1 воздушной петле. 1 воздушная петля. Дальше в следующий столбик я вяжу шишечку. Провязываю 5 столбиков с одним накидом, но столбики до конца не провязываю. Можно таких столбиков сделать, например, 3 или 4. Это все на ваше усмотрение. И теперь все петли, которые у меня на крючке, провязываю и фиксирую. Только после этого 1 воздушная петля. Дальше в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И продолжаем так
до уголочка. Итак, довязали мы до уголочка. Прошу обратить внимание, что шишечку мы провязали в предпоследний столбик предыдущего ряда. Дальше сделали одну воздушную петлю перед аркой. И теперь уже в арку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны мы все повторяем. Для начала мы должны сделать одну воздушную петлю. Во второй столбик предыдущего ряда, то есть первый мы пропускаем, во второй вставляем крючок. И сначала мы провязываем шишечку. Сначала зафиксировали, а потом одна воздушная. И в следующий столбик предыдущего ряда вяжем просто обычный столбик с одним накидом. Дальше опять одна воздушная петля и чередуем. Шишечка, столбик с одним накидом, шишечка, столбик с одним накидом. И провязываем так до конца ряда. Довязали до конца ряда, и у нас шишечка получается в последний столбик предыдущего ряда. Сделали одну воздушную петлю. И теперь в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом, одна воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. В этом ряду у нас получилось по 8 шишечек с каждой стороны. Дальше мы вяжем 10 ряд, делаем 3 воздушные петли подъема, дополнительно 1 воздушная петля по рисунку. Дальше столбик с одним накидом мы провязываем в первую петлю предыдущего ряда. Делаем одну воздушную петлю и столбик с одним накидом вяжем над столбиком предыдущего ряда. Опять одна воздушная петля. Дальше там, где мы вязали шишечку, мы провяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Заводим крючок вот таким вот образом, чтобы наша шишечка была за работой. Крючок у нас получается перед работой. Вот таким вот образом захватили и провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. С изнаночной стороны вот так у нас выглядит, с лицевой стороны вот так. И будем мы чередовать. Над столбиком мы будем провязывать обычный столбик, над шишечкой предыдущего ряда мы будем провязывать изнаночный рельефный столбик с одним накидом. И между ними будет по одной воздушной петле. Итак, одна воздушная петля. Над обычным столбиком мы вяжем обычный столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Над шишечкой предыдущего ряда мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И чередуем так до уголочка. Довязали до уголочка. Над шишечкой мы провязали рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Делаем одну воздушную петлю и столбик с одним накидом мы вяжем в предпоследний столбик предыдущего ряда. И опять одна воздушная петля и в арку мы вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. С левой стороны мы все повторяем. Сначала делаем одну воздушную петлю. Дальше во второй столбик предыдущего ряда мы провязываем сначала столбик с одним накидом. Одна воздушная петля.
Над шишечкой мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Над обычным столбиком мы провязываем обычный столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И продолжаем так вязать до конца ряда. В конце ряда над шишечкой мы провяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Над столбиком провяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И в 3-ю воздушную петлю подъема мы провяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. И в этом ряду у нас получается 19 арок с каждой стороны. Далее, следующий ряд мы провяжем так называемый промежуточный ряд. Так как у нас шаль имеет лицевую и изнаночную сторону, то есть у нас есть лицевые ряды, изнаночные ряды. И для того, чтобы в дальнейшем у нас основные элементы были на лицевой стороне, вот для этого мы провяжем этот промежуточный ряд. Его на схеме нет. Считать этот ряд я никак не буду. Просто это будет такой промежуточный ряд. Делаем 1 воздушную петлю, и в этом ряду у нас не будет никаких прибавок. Вот сколько есть в этом ряду петель, столько мы должны и провязать. Сделали 1 воздушную петлю, в самую первую петлю вставляем крючок и провязываем столбик без накида. И полностью обвязываем этот ряд столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Так как в предыдущем ряду у нас еще были воздушные петли, значит мы вяжем в арку столбик без накида и в столбик провязываем столбик без накида. И опять в арку, в столбик, в арку, в столбик. Провязываем этот ряд столбиками без накида до уголочка. Итак, вот мы довязали до уголочка. Последние столбики без накида мы провязали над последними столбиками с одним накидом в предыдущем ряду. И вот по этой стороне у нас получилось 40 столбиков без накида. Дальше в арку мы вяжем просто 2 столбика без накида. Первый, второй. И по левой стороне все то же самое. В каждую петельку предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Провязываем так до конца. С этой стороны у нас тоже должно получиться 40 столбиков без накида. Итак, вот провязали до конца ряда. Здесь у нас в 3-ю воздушную петлю подъема мы провяжем только 1 столбик без накида. И теперь дальше вяжем 11 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема и разворачиваемся. Дальше в самую первую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И в каждую петельку предыдущего ряда провязываем по 1 столбику с одним накидом. То есть этот ряд несложный. В этом ряду мы вяжем только столбики с одним накидом. Провязываем в каждую петлю предыдущего ряда по 1 столбику с одним накидом. Провязываем так до уголочка. Итак, вот довязали столбики с одним накидом до уголочка. В уголочек мы вязали 2 столбика без накида вот сюда вот в арочку. Теперь в эти 2 столбика мы должны провязать
в первый столбик мы провяжем 2 столбика с одним накидом. Мы провязали в первый столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные петли, и теперь во второй столбик без накида, который мы вязали в арку, сюда провяжем 2 столбика с одним накидом. И далее по левой стороне продолжаем все повторять. У нас должно получиться 44 столбика с одним накидом. С левой и с правой стороны одинаковое количество столбиков с одним накидом. С левой стороны довязываем ряд до конца, и в последнюю петлю мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Дальше мы вяжем 12 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. В первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Первый, следующий столбик, второй. И в следующий столбик, третий столбик с одним накидом. Далее делаем 3 накида на крючок и опускаемся на 2 ряда ниже, там, где мы вязали вот такие вот окошечки. И теперь посмотрите внимательно, вот 3 воздушные петли подъема в начале ряда. Дальше у нас идет столбик с одним накидом первый. И столбик с одним накидом второй. Вот за этот столбик с одним накидом заводим крючок вот так вот за столбик, подхватываем рабочую ниточку и теперь провязываем столбик с 3 накидами. Сначала провязываем через 2, затем еще раз через 2, третий раз через 2 и последний раз через 2. Мы провязали столбик с 3 накидами. Далее вот эту вот петлю мы пропускаем. Начиная со следующей петли вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Далее опять делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. И теперь опять за этот же столбик заводим крючок вот так за столбик. Опять провязываем столбик с 3 накидами, но в этот раз уже столбик мы не довязываем. Итак, провязываем через 2, затем еще раз через 2 и еще раз через 2. Сейчас у нас на крючке 2 петли. Далее опять делаем 3 накида. 1, 2, 3. Теперь вот один столбик, который мы вязали над шишечкой, этот столбик мы пропускаем, захватываем следующий столбик опять таким же образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. И провязываем столбик с 3 накидами, теперь уже до конца. Провязываем через 2, через 2, через 2. И у нас получается на крючке сейчас 3 петли. И теперь провязываем все эти 3 петли вместе. Вот таким образом у нас получается. Теперь опять пропускаем один столбик. То есть вот там столбик мы вязали, столбик с одним накидом вот в эту петельку.
Эту петельку мы пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом, дальше в следующую опять столбик с одним накидом и в следующую опять столбик с одним накидом. По 3 столбика с одним накидом между столбиками с 3 накидами. Вот так вот у нас получается. И дальше опять делаем 3 накида. Опять захватываем столбик на 2 ряда ниже, вот этот вот. И провязываем столбик с 3 накидами не до конца. У нас должно быть на крючке 2 петли. Опять делаем 3 накида на крючок. И переходим к следующему столбику. Тот столбик с одним накидом, который мы вязали над шишечкой, мы его пропускаем. Захватываем следующий столбик. Захватили и теперь опять провязываем через 2, через 2, через 2. И на крючке у нас остается 3 петли. Провязываем все эти 3 петли вместе. Дальше одну петлю пропускаем и вяжем 3 столбика с одним накидом. И давайте еще раз провяжем вместе. И до арочки нужно будет провязать все точно так же. Итак, делаем 3 накида. Сначала захватываем столбик, который мы уже провязали. Вот этот вот. Провязываем его не до конца. Через 2, через 2 и через 2. Опять делаем 3 накида. 1, 2, 3. Теперь захватываем следующий столбик. Вот этот вот столбик, где шишечка, мы пропускаем. Вот этот столбик захватываем. Захватили. И теперь провязываем уже до конца. Через 2. Еще раз через 2. Еще раз через 2. На крючке 3 петли. И все 3 петли вместе. И опять пропускаем петлю предыдущего ряда. В следующие 3 петли провязываем 3 столбика с одним накидом. Таким же образом довязывайте до уголочка. Довязали до уголочка. Провязали 3 столбика с накидом. Делаем последний столбик с 3 накидами. Провязываем через 2, через 2, через 2 и еще раз через 2. То есть довязав до уголочка перед аркой, столбик с 3 накидами мы провязываем полностью. Дальше одну петлю пропускаем и провязываем 3 столбика с одним накидом. И в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И теперь будем повторять все то же самое с левой стороны. Для этого мы сначала провяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Делаем 3 накида. 1, 2, 3. И опускаемся на 2 ряда вниз. Вот эти 2 столбика мы не трогаем. Захватываем вот этот столбик с одним накидом. Захватили таким образом, чтобы крючок был за столбиком.
И первый столбик мы провязываем полностью весь до конца, через 2, через 2, через 2 и еще раз через 2. Дальше одну петлю пропускаем, в следующую вяжем первый столбик с одним накидом, дальше второй столбик и третий столбик. Опять делаем 3 накида, возвращаемся к этому же столбику. И теперь уже столбики с 3 накидами провязываем не до конца. Через 2, через 2, через 2. Остается 2 петли на крючке. Делаем 3 накида, первый, второй, третий. Столбик, который мы вязали над шишечкой, пропускаем, захватываем следующий столбик. И теперь провязываем уже до конца. Через 2, через 2, через 2. И остается 3 петли на крючке, провязываем через все эти 3 петли. Дальше опять петельку пропускаем и опять вяжем 3 столбика с одним накидом. Продолжаем так до конца ряда. Итак, довязываем до конца ряда. Мы провязали 2 столбика с 3 накидами вот здесь вот с общей вершиной, 3 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда и вяжем последний столбик с 3 накидами, делаем 3 накида на крючок, захватываем предпоследний столбик и провязываем столбик с 3 накидами полностью до конца. Дальше опять одну петлю пропускаем и вяжем 3 столбика с одним накидом, 2, 3. И в третью петлю подъема предыдущего ряда мы вяжем 3 столбика с одним накидом. И мы провязали 12 ряд.